Perfection, ребята. Все знают эту арку, да? На рифер это не легкая работа. Поверь, у меня паранойя начинается. В чем подвох? Кай. Harry на LLC по $3. Но почти никогда. Я же пунктуальный. Я представляю, через сколько я прохожу. Главное, температура. Будем экономить каждый доллар. Смотрите, сколько колес у этого. Плохой. Честно, просто ментально уставший. Доброе утро, ребята. Так начинается настоящий дальнобой. Сейчас время 5:40. И мы летим на деливери. Нам еще 32 майла. И сделаем деливери. Едем мы по Toll Road. Если видите, платная дорога. Очень платная дорога. Я ее ненавижу. 476. Но, что поделать, по-другому не добраться до деливери. И сейчас, да, будем, у нас appointment в 7:30, а мы доезжаем где-то в 6:15. Надеюсь, они нас впустят немножко заранее, потому что парковаться там нету где, поэтому я так рано проснулся. Мы приближаемся, ребята. Давайте пойдем. Reference PO, you mean? Like 309384. I0471975545, sir. Нам сказали припарковаться куда-то и пойти в последний ряд слева. Окей. Вот почему брокера делают такой, типа, у меня appointment на 8:30. Мне сделали, поставили в BOL 7:30, а здесь, если приходишь заранее за 2 часа, то тебе жопа. Тебе не разрешают заходить внутрь. Я же пунктуальный, я никогда не опоздал на деливери, кроме одного раза, когда уже погода была очень плохая. 38, нам сказали 5 фитов от дока, чтобы мы были. Чтобы они смогли проверить сил, документы, всякую всячину. Чтобы нам не ломать колеса, видите, мы можем сразу направо сделать, но мы задим немножко назад и потом направо, потому что там нет трейлеров. Сейчас я вам покажу. Видите? И можно намного легче сделать поворот и не ломать колеса. Но это вы будете делать, когда станете owner-оператором. Как драйвер вам будет по барабану. Даем назад. Сейчас у нас освободилась, видите, эта зона. Больше. Вперед! Все, нам сказали ждать. Видите, люди просыпаются в 6:30, а мы уже работаем в 6:30. Как вам такой график? Это жизнь реально не для всех, ребята. Вообще не для всех. Oh, good you have that.
Shit. And how long? Just back in April, right? Даже как быстро они двигаются, ребят. Почаще бы так. Да, реально. Они вырубили рифер. Let me do that because it's kind of tough over there. I need to grease it or something. Смотрим, что будет дальше. 6:41. Видите, как я вам показываю по часам? Как вы думаете, делать мне ролики там, не знаю, на 2-3 часа? Будете смотреть. Или это будет перебор? Раз в неделю, но по 3 часа, как фильм. Все, пробуем тогда это сделаем. Покажу вас весь день. И сегодня у нас Wednesday. Учим английский с Виталиком. Почему, когда хочется спать, все так быстро работают? Боже. Даже ленивый. Вот что мне оставляют эту беспредел у меня в трейлере? Что они не берут на себя? А? Заколебали уже. Все, идем в офис. Посмотрим на бумаге. И едем на следующий пикап. Раньше, если я бы не был на фотбеде, я бы вот до туда взял бы трак, пошел бы и брать бумаги. А я решил, что надо немножко подвигаться и пройдем 38 доков просто пешочком. Будет немножко полезнее так, да? Но вот проблема это, которую я говорю всегда. Когда хочешь немножко, есть время ничего не делать, все равно вот они быстро разгружают. А когда спешишь, то все просто замирает. В чем подвох? И у меня еще один вопрос. Что происходит с айфоном? Мне когда-то звонят, и не всегда слышу, что мне звонят. Почему так? А? Ай. Ой, как ребята парковались. Делают ю-турны и ломают колеса. Ну ничего. Сейчас зайдем внутрь. Hello. Door 38. Here you go. Thank you. Everything's good, right? Have a good one. Thank you. Взяли мы бумаги. Все чисто. Отправил диспетчеру все, что надо. Чтобы все было шикарно и беспроблемно. И сейчас у нас 30 майлов до следующего пикапа. 30. Все, вот наш конь готов. Сейчас включим и поставим температуру 34, чтобы все было ровно. И мы good to go. Всегда, когда включается рифер, надо подождать где-то минуту, пока он там анализирует, обрабатывает, думает. В эти моменты можно посмотреть инспекцию, да? Здесь все чисто, там чисто. Чтобы все более-менее нормально выглядело. Знаете, чтобы не было подтеков каких-то. Все, ребята, едем на следующее место. Мне реально надо доплачивать. Ребята, подписывайтесь, лайки ставьте, потому что все для вас. Важно представлять, через сколько я прохожу. Вместо просто спать, я беру себе больше работы, чтобы было больше видео.
А, Не советую эти куртки, лучше брать себе жилеточку и там быстро. Пах-пах, а так себе, так. Здесь ребята что-то констракшн делают. Влево-вправо и идем налево. Не цепляем ничего. Видите, здесь только знаков, что нельзя парковаться. Я думаю, что здесь раньше очень многие парковались до утра и ждали. А тот сидит с тех пор, как я приехал. Так, та-ра-та-ра. И направо поворачиваем. Можно знать, в Пенсильвании всякие эти маленькие уголки. Вот в это время очень непонятная ситуация. Куда, как. Хорошо, что нам дали дверь сейчас, потому что у нас аппоинтмент в 12 дня, но сейчас 9. Я был таким суете, что мне дали сразу дверь. Какое хорошее. Идем вытаскиваем. Continuous они хотят, чтобы постоянно был. 2 раза нажимаем, все. Видите, здесь какой-то звук там слышно у юнита, а ему по барабану, потому что он просто водитель. И ему это не интересно. Так, и лоуд-бары. Они сейчас стали очень дорогими, если честно. Вот эти 2 лоуд-бары $100 стоят. Поэтому мне один раз они их украли, а во второй я этого не позволил. Головушки, ребятешки. А сейчас 12:50. Меня загрузили наконец-то. Чтобы все было хорошо. Главное, температура, тапочки и идем ставить лоуд-бары. Мы будем должны это потаскать.
пробки. Сейчас час. 4 часа, чтобы загрузить вот эту фигню. Как теряется время. Всегда проверяем, здесь нормально, там нормально. Сейчас слайдим делаем. И идем за бумагами. Сейчас идем за документами. Проверяем, чтобы пен всегда выходил, потому что если он не выйдет, притормозите и потеряете все колеса, видите, все нормально. А если он не выйдет, то ты будешь тормозить резко, колеса останутся позади, сорвет все. Потому что скорость — это самое плохое, что может быть в тракинге. Отдали бумаги, и сейчас можно лететь. 600 майлов нам. Долгие 600 майлов. Вот что мне не нравится, что до Интерстейта очень много US здесь в Пенсильвании. Но ничего, сейчас мы доберемся по-быстрому. Смотрите, система light after light, right? Хорошо, что я легкий, если честно. И будет нормально проезд. Потому что мы не пойдем по платной дороге, а мы пойдем по серпантинам наших любимых Пенсильвании. Будем экономить каждый доллар. Потому что надо накопить что-то на вакейшн, пойти в Молдову, отдохнуть нормально. Хотя бы раз в год, на 2 недели. Я думаю, я заслуживаю такой уровень, да? Смотрите, ребята, статуя свободы, мини. Видно? Надеюсь, что видно. Как прикольно я его сделал. А смотрите, какая природа, ребят, какой ручеек. Это Пенсильвания. Красиво. Но эти горы меня убивают, если честно. Устаю. И вот такая будет потом мост. Покажу я вам мост, какой большой и красивый. О май гад, вы должны это оценить. Но вот прикиньте, вот, чтобы в Чикаго прийти здесь, вам надо хотя бы минимум день. Потом отельчик взять за $200. Потом покушать за $200. Вам выходит просто увидеть это место где-то $1000 минимум. А так бесплатно, и я еще зарабатываю. Смотрите, как красиво, ребята. Горы, вода. Кто рыбак, приходите рыбачить. Вот там уже рыбачат, ребята. Но мне, честно, не нравится стоять на одном месте, просто удочкой мотать туда-сюда. Это вообще не мое. Просто вообще не мое. Так, опять здесь какой-то городишко, какой-то там все дела, оверсайз. Заранее застраиваемся налево. Можно было и нам остановиться, но не хочу здесь останавливаться. Хочу быстрее выйти на большую дорогу нормально. Это гонщик. Да, это гонщик. Здесь 45 лимита, он гоняет больше. Ах, плохой дядя. Плохой.
Вот кто-то задерживает весь трафик. Хорошо, что я легкий. Можно вот... Что он везет? Интересно. Зачем он заторповал? Вы думаете, что может быть какое-то военное? Я думаю, да. Потому что обычно такие грузы не торпуются. Вообще. Ребята, здесь всегда вот такая передряга с парковкой, видите? Если на пару центов дешевле заправка, то всегда очень много людей, как я, которые пытаются сохранить какие-то деньги. Вот. Очень много бабла. Всех плохо сейчас, видите? Нам еще 300 майлов на сегодня. И уже вечер. А я такой полууставший, если честно. Просто ментально уставший. Мне реально надо хотя бы нормальный какой-то отпуск. А то я чувствую, как сгораю понемножку. Очень сильно. Так. Все. Вот какой здесь затор, видите? Туда, сюда, обратно, туда. Что, как, беспредел. Боже мой. Ну, хорошо, что у нас зеленый свет. Если не в жизни, хотя бы здесь. Смотри, какой красивый закат, видите, а? А, красный. Вот наша еда. Cucumber. И здесь у меня надо еще соль обратно поставить. То мне упал этот GPS сверху отсюда. Бам! Прямо до него. И вся соль. Уберусь уже вечером, а то нет времени мараться. Так, этот чувак хочет направо. Нам туда, нам налево. Interstate. Ладненько, ребята, покажу уже, когда буду ближе к Walmart. В 4 утра деливери. Прикиньте, ребята, 4 утра. Вот этот чувак хочет найти парковку. Прикиньте, там, где я был вот сейчас на Петру, Пайлот этот, он хочет найти парковку для этого. Какие наивные все-таки дальнобойщики. Я думаю, мы самые большие мечтатели всего, что есть вообще. Это просто жесть. Все, работаем. О, боже. Смотрим, что сказал Трамп, и наслаждаемся вот таким видом, ребята. Что-то у меня сегодня вода преследует везде, на речке, мини-водопады. Но это, пока говорю, самый большой водопад. Вы понимаете, что это. Доброе утро. 3 часа. Нам еще 15 майлов до Уолмарта. Боже, как тяжело. Боже мой. Ну ничего, еще немножко. И доедем. Пока что ставим рок. И на максималку. Будем петь, чтобы продержаться еще 12 минут. Всегда помните, последний час, он самый тяжелый. Всегда, везде. И самое многое, что может произойти, это последний час. Поэтому будьте очень осторожны. Вот, а прикиньте, когда вот дают вот эту дверь. Надо опереться all the way there. Так, 309. Что-то я не вижу номеров на двери. If I have the second drop, I should have another freight or no? A strap, if you have, No, I have a second drop. then yes, you have additional freight. Mhm. Hi, 2-way. got your paperwork filled out? Yeah. All right, I'll go ahead and take it. Вот. Чтобы вы мне верили. 3:25. В Walmart можно только за час
до пикапа, до деливери или пикапа только за час. И обычно вот, если ты приходишь вот в 4, то ты уже опоздал. Почему? Они дебилы немножко. Они считают время, когда вот ты внутри зашел, прикиньте. Я тренировался вчера ночью, позавчера ночью с гантелями. Что-то мое левое колено разыгралось. Ничего, все. Иду спать, выпью вот водички и все. Я устал. Вот, ребята, доброе утро, у меня бумаги. И сейчас у нас 7:08. И сейчас должны обратно все захукать. Красиво. Вы не устали? Что я вам все показал опять? It's okay. Давайте покажу еще опять. Самое главное проверить, чтобы груз на второй деливери все было ровно. Что мне не нравится, что эти придурки, охранники, даже не открывают дверей. Они просто смотрят, прикинь. Вот что значит Walmart, видите? Солнце выходит, чтобы нас порадовать. Трали-вали. Непонятно, хочется мне спать, хочется, как вы думаете? Я по-любому останусь и посплю еще часочек, хотя бы час с половиной. А у нас сегодня еще 600 майлов. И все. Плюс еще вот птички, опять их слышу, 620. Красиво. От ребята приходят, уходят. Реально, на рифер это не легкая работа, вы видите сами. Доехали. Я иду спать.
7:30 хотя бы до 9. И уже будем ехать дальше. Вот такая жизнь. Подписывайтесь, чтобы вы увидели мои страдания. Даже голос поменялся. Смотрите, сколько колес у этого трака. Я думаю, он несет минимум 150 тысяч кузов. Минимум. Я даже не представляю, что внутри. Redneck по-любому. Mam така ж компенсація за стату. Себестоимость sau... Сейчас мы посмотрим, что здесь случилось. Ребят, смотри, как живут американцы в деревне. Видите, какие автомобили у них жиравые. Я думаю, как он еще едет по дороге, я без понятия, если честно. Но ужас. И фишка в том, что я немножко хочу его обогнать, он меня обгоняет обратно. Придурок, реднек. Что хочешь сказать? Реально, реднек. Наконец-то заканчивается дождь. Я уже 3 часа под дождю ехал. Вот мы приближаемся, знаете, где эта арка? В Сан-Луисе. Видите, направо там берег. И вот такой туман самый противный, потому что надо держать и дистанцию, и спешить, чтобы трафик не начался, но все равно. Короче, надо все делать одновременно. Мы сейчас будем осторожны на знаке, потому что здесь очень легко потерять повороты. Все знают эту арку, да? Смысл ее я до сих пор не понимаю. Если кто знает, подскажите. Потому что это остается загадкой для всего, для всех. Вот она там. Здесь вот самое главное не ошибиться. Ни вправо, ни влево, надо именно эту полосу, потому что мы пойдем прямо на экзит, да? Но здесь проблема в том, что вот видите, GPS показывает по-разному, и этот GPS показывает по-разному. Поэтому надо всегда смирять и GPS первый, второй и смотреть. А у нас там походу намечается игра футбольная. О, да будет трафик сегодня. А такой страшный трафик будет сегодня. О май гад. То есть мосты через мост. Короче, здесь если экзит профукаешь, то это будет стоить очень-очень-очень дорого. Там ребята хот-дога делают, фанаты всякие. Я побывал пару раз, когда только приехал в США. Такое себе мероприятие. Все очень дорого, слишком дорого. Вот смотрите на этого идиота. Он слева меня обгоняет. И вот на этого. Они локалщики, видите? По правый и левый ряд. А я сижу нормально посередине, где все едут, да? Вот объясните мне, пожалуйста, насколько это нормально? Насколько? Не дай бог что-то влево, что-то вправо, то хана всем. Если все 3 линии траки. Чем они иногда думают? Я думаю, что точно не мозгами. Точно не мозгами. Едем, еще немножко. 55 майлов, и мы доедем. Остановимся в нормальном тракстапе, покажу вам что и как. Займемся немножко спортом. И завтра в 5 утра деливери. И будем брать свои денежки. Что может быть лучше, чем деньги? Я не знаю, ребята, честно. Деньги с тобой будут всегда в печали, в грусти. Всегда они будут с тобой, если ты их не потратишь. Они всегда будут. Но все знают, как Америка работает. Ты уже потратила, еще не заработал. И вот всегда вот такая колесница. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас посмотрим, сколько у нас места. Нормально.
Что может быть лучше бесплатной парковки? Ничего. И в Миссури реально есть такое ощущение села. Видите, если там еще больше назад, это зацепится, будет у меня гемор. Дадим только немножко назад, чтобы сравняться вот с этими колесами, видите? Короче, ребят, покажу, как сэкономить. Так я разбираюсь. Здесь у нас есть, короче, Taco Bell. Я вам покажу. Всегда заказываю через application. Вот цена 11.49. Она там стоит где-то 13. Плюс к этому 11.49 еще $2 скидка. Покажу я вам сейчас. Чтобы вы мне верили на слове. Так. И погуляем, и заодно покажу тракстап. Что из него представляет. Погода такая классная после этой долгой зимы. Так, всегда проверяем температуру. Это просто как очень наш. Каждый раз. Сейчас посмотрим, солнце уже ушло. Утром мы на вид. Все. Насладились. Сейчас мы идем внутрь и посмотрим, как выглядит Truckstop DA. Обычно я очень редко к ним останавливаюсь, потому что они старые, вообще не классные. Ай. Там у нас ребята заправляются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 колонок. И это очень часто недостаточно, если честно. Вот что мне нравится про Диешки, что они всегда шап. Это очень классно, потому что если колесо или что-то по-быстрому, пак, и можно сделать по-быстрому. И road сервис у них, 2 машины. Так. Трачки. Appointment у нас в 1:00 ночи. Я немножко попутал. Хорошо, что всегда проверяю POL. Всегда. И у нас в 1:00 ночи delivery. Смотрите, сколько там индусов. Я вижу 3, 4. Вот еще один какой-то, непонятно. Их стало настолько много. Они 4 человека вот в этом траке. Guru Herian LLC. 4 чувака. Как обычно, у них Amazon, видите? Да. Вау, а здесь достаточно большой и чистый. Достаточно чист. Вот это я люблю. Попкорн. Но я его поел и так 2 дня. И здесь ремонт сделан. По $3. Но чуваки вот берут по 50. Вот так. Прикиньте. Спрашивают, 1 или 2. Я не знаю, кем ты должен быть, чтобы $100 просто так отдать. Так, помним наш application.
Так, ставим соусы. Пусть будет все по одному. Я не покажу, как вам, как это оплачивается. Потому что в эти дни очень много коррупшена. Вот. Все оплачено. Чтобы вы знали, как создавался, кто купил Taco Bell. Это купила Pepsi, а знаете почему? Потому что здесь только Pepsi Products. Видите? Только Pepsi. И им выгоднее, короче, содержать Taco Bell, чтобы продавать Pepsi. Представьте такую модель бизнеса. Это вообще crazy. Но благодаря этому существует Taco Bell. Если без него это бы не существовало. Вау. Вот как это все выглядит. Покажу вам сверху сначала. Вот такое. Такое. Будем пробовать с самого малого. Необычно наряда. Начнем мы с тако. Но это жалкое подобие пытания сделать тако. Все знают, что значит тако, это настоящий мексиканцы. Вот как она выглядит. Так себе, но хорошо, что мы взяли авокадо. Это стоит у нас 10 центов вот за такой авокадо. Я не знаю, почему такой дорогой. А, еще вы знаете одну фишку, что весь ассортимент авокадо, который приходит с Мексики, это держится группировками мафии, картелем. И вот, когда мы кушаем авокадо, мы спонсоризируем картели официально. Это страшно, но людям это не интересно, поэтому я очень редко покупаю авокадо, почти никогда. Я купил только для этого видео больше. Вот это хорошо, мне нравится. Поставим 7. Вот он. Кто догадается, что это такое, молодец. А кто не догадается, покажу. Это очень странное блюдо. Я у мексиканцев этого не видел. Но если это продается здесь, значит, у них такое блюдо есть. Но это буррито по-другому. Вот такая фигня. Буррито другой формы. У нас еще один сос. Честно, эта еда вообще... Мне просто лень на сегодня что-то такое. Вообще кайф. Ребята заправляются. И вот эти места, они платные, видите, поэтому они empty. А все бесплатные места уже забиты. Но погода классная. Кайф. Короче, ребята, ставим будильник. У нас appointment. Еще раз проверю, у меня паранойя начинается немножко. Так, вот. 11:30, 33. Иногда вот iPhone глючит и не... I don't hear the пи-пиу alarm, будильник. Поэтому, как второе метод безопасно, чтобы не проспать, я использую таблетку. В 11:40 PM. Safe. Видите? У меня две методы, как не быть late. Так. Все, я иду спать. Закрываем. И нам спать получается. Сейчас 9 часов. 2 часа.
Ну, давайте 3 часа поспим. И уже предпоследний рывок, потому что завтра с утра пятница, и у меня очень замечательный лоуд. Я вам еще точно не скажу, что за лоуд, но топ-лоуд, если честно, вообще шикарный. Мой диспетчер самый лучший. Не зря я его искал всю жизнь. Доброе утро, ребята. У нас через 3 минуты будет час. Как вы думаете, час дня? Да, час утра. О, боже. Сколько нам еще? Нам ехать 9 майлов. Хотя бы это хорошо. Надеюсь, что там не особо много. Там медь. Надеюсь, не будет. И 9 майлов. Что, нравится, что хотя бы этот тракстап, видишь, здесь есть нормальное осветление, все видно, повороты, все более-менее, они какие-то темные тракстап. Это меня радует, если честно. У нас 4 палета где-то. Но лево, да? Потому что надо на Интерстейт. Совет еще один. Смотрите сначала на Google Map, как выходить, как так. Нам понадобится прийти обратно здесь, потому что здесь есть и моют трейлеры. Потому что у нас следующий груз очень хороший, платится, но поэтому немножко и геморный. Да. Вот кто умнее, сразу остановился на экзите. Смотри, как это удобно. И но. Что, мне повезет и не будет в очереди? Как вы думаете? А нет. Фигушки. Хотя бы не очень плохо. Включим тоже аварийку, что все сзади знали. И нам вот туда. Хочу спать. Не знаю, думаю, что быстренько, где-то 15 минут на максимум. Потому что у нас бумаги готовы, все готово. Вот опять они двигаются. Только плюс. Но, как обычно, смотрите, здесь какой поворот. Видите, вот там, это очень опасная дырка там. Поэтому я видел фотографии, где здесь все покрыто траками в две полосы. А сейчас вот я вижу, что быстренько идут все. Вообще шикарно.
Позади нас никого нету. Truck Receiving Entrance, видите? Что мне делать с этими мухами? Уже пришло лето, можно сказать, почти. Столько мух, столько животных. Боже мой. Раньше был снег, а сейчас вот эти проблемы. Смотрите сами, вот там. Как часто не моешь стекло, через 15 минут оно все опять загажено. Это как relationship, знаете, отношения с женщинами. Словно все нормально, а после каждой там 5 минут ты не знаешь, что можно ожидать от этого. О май гад. Сейчас двинуться. Когда вот тот чувак двинется, полностью освободит вот эту. Если я сделаю большой правый поворот, потому что оттуда там тоже есть кто-то, чтобы он вышел сейчас. Вот туманка, чтобы я его не блокировал сильно. Всегда планируйте ваши движения, потому что you never know. Если вот как сейчас уставший такой, знаешь, и можно сделать очень большие stupid stuff. Поэтому всегда концентрируйтесь, всегда думайте заранее, как будете делать. Особенно когда уставший. И проверьте 2-3 раза. Сейчас я вам покажу, как будем парковаться, будем выходить, смотреть осторожно, чтобы все было окей. Потому что это не игрушки. Вы видите, в каком выходе сейчас? И ушел. Еще один Тайсон. Короче, у нас у реферах реально движ 24/7. Вот смотрите, у меня первая разгрузка была в 4 часа утра. Это в час. И у меня пикап в 11 утра с бункера. Бункер, ребята, с бункера. Яйца. Очень хороший груз. 2,50 на East Coast. О май гад. 3200 на 1300 майлов. Или что-то такое. Вообще шикарно. Вот. Там открылся гейт. Двигаемся, ребята, двигаемся. Но проблема в том, что там у нас будет шторм в эти выходные. Там, где я буду ехать. Это так. Хочу, чтобы лето пришло официально. И... А видите, он подвигался, значит, нам появилось место. Пропустим. Если идем влево, потом максимум направо, чтобы все. Здесь, видите, знак Do not block cross traffic. А фиг его знает, что... cross traffic это значит вот это, походу. Видите? А черт их побери. Как они хотят, чтобы все было. Но здесь можно реально, я отмечу сейчас себе пару мест для остановки вот здесь. И на экзите, потому что здесь очень много можно было сделать и на будущее. Паркуешься нормально, без проблем возле. Так. Видите, вот так.
просыпаешься, чик-чик-чик, интерьер. Видно по этому замечательному лицу, что я уставший. Видно, как зарабатываются доллары в Америке. Потому что когда я прихожу домой в Молдову, все думают, что так легко здесь зарабатывают, дают заказы. Купи мне это, купи мне то. Через жопу выходит. Вот. Трафик начал двигаться. Можно выключить этот противный звук. Нам дали подписать, как обычно, что они не несут никакой ответственности ни за что. Что за дейт у нас сегодня? 28. First time, sir. What? Okay. Huh? $32. Thanks, sir. And I can park anywhere there, right? Thank you. Нам сказали, вот нам надо пройти Fuel Island и парковаться где-то, пойти к двери 32. Я сказал, так точно, босс, но он какой-то кейский, у него голосочек такой нежный, слишком нежный, понимаете, о чем я? А там много трачков, ребята. Там очень много, смотрите. Так. И мне надо найти парковку вот после Fuel Island. А как, где? Подойду вот с этим товарищем рядом.
кто умнее, сразу остановился на экзите. Смотри, как это удобно. И умно. Что, мне повезет и не будет в очереди? Как вы думаете? А нет. Фигушки. Хотя бы не очень плохо. Включим тоже аварийку, чтобы все сзади знали. И нам вот туда. Как думаете, сколько времени нам понадобится пройти? Раз, два, три. 3 трака. Сейчас 12. 11. Хочу спать. Не знаю. Думаю, что быстренько, где-то 15 минут, ну максимум. Потому что у нас бумаги готовы, все готово. Вот опять они двигаются. Только плюс я вижу. Но, как обычно, смотрите, здесь какой поворот. Видите, вот там, это очень опасная дырка там. Поэтому... Я видел фотографии, где здесь все покрыто траками в две полосы. А сейчас вот я вижу, что быстренько идут все. Вообще шикарно. Так, not open to public, все дела. Позади нас никого нету. Drug receiving entrance, видите? Что мне делать с этими мохами? Уже пришло лето, можно сказать, почти. Столько мух, столько животных. Боже мой, раньше был снег, а сейчас вот эти проблемы. Смотрите сами, вот там. Как часто не моешь стекло, через 15 минут оно все опять загажено. Это как relationship, знаете, отношения с женщинами. Словно все нормально, а после каждой там 5 минут ты не знаешь, что можно ожидать от этого. О май гад. Сейчас двинуться. Когда вот тот чувак сдвинется, полностью освободить вот эту. Если я сделаю большой правый поворот, потому что оттуда там тоже есть кто-то, чтобы он вышел сейчас. Вот туманка, чтобы я его не блокировал сильно. Всегда планируйте ваше движение, потому что you never know. Если вот как сейчас уставший такой, знаешь, и можно сделать очень большие stupid stuff. Поэтому всегда концентрируйтесь, всегда думайте заранее, как будете делать. Особенно когда уставший. И проверьте 2-3 раза. Сейчас я вам покажу, как будем парковаться, будем выходить, смотреть осторожно, чтобы все было окей. Потому что это не игрушки. Вы видите, в каком входе сейчас?
И ушел. Еще один Тайсон. Короче, у нас у реферах реально движ 24/7. Вот смотрите, у меня первая разгрузка была в 4 часа утра. Это в час. И у меня пикап в 11 утра. С бункера. Бункер, ребята, с бункера. Яйца. Очень хороший груз. 2,50 на East Coast. О май гад. 3200 на 1300 майлов. Или что-то такое. Вообще шикарно. Вот. Там открылся гейт. Двигаемся, ребята, двигаемся. Но проблема в том, что там у нас будет шторм в эти выходные. Там, где я буду ехать. Это так. Хочу, чтобы лето пришло официально. И... А видите, он подвигался, значит, нам появилось место. Пропустим. Если идем влево, потом максимум направо, чтобы все. Все, ребята, нам дали дверь номер 4. Где-то в той стороне. Посмотрим, как легко будет парковаться. Мне кажется, что будет сложно. Но ничего, мы сильны. Как обычно. Важно, что сейчас очень плохо себя чувствую, но... Нет, что-то. Такой гвоздь дешево, да? Bine, bine. Bine. A. Dar lui Eva îi spate la vara sau e închimitecă? Так, температура 34. Дадим сейчас вот сел. Сейчас проверим, как хорошо мы припарковались. Perfection, ребята. Если захочется припарковаться так шикарно, не получится. Но сейчас я могу идти спать. Покажу вам время где-то час. Думаю, что до утра меня разгрузить надо. О боже. Риферская жизнь. Как вам настоящая риферская жизнь? 5 часов. Идем забирать документы.
Да. Мое отдохнувшее лицо. Everything's good, right? Thank you. Взял бумаги. Надо быстро пойти мойку для трейлера, помыть трейлер и брать яйца. У меня свои есть, но я птичьи яйца. Вот кто-то говорит, что не хочет работать, а вот мужик, видите, без ноги не работает, а респект ему. Ай. Че, кто-то какой-то бедный человек спросил меня, дай немножко денег. Пошел ты, знаешь куда. Как трудно я работаю, чтобы что-то кому-то просто так отдавать, знаете. Нет. О, как в фильме «Ужасов», видите? И мы будем терять время, потому что вот этот придурок туда-сюда что-то делает непонятное. Но мы удостоверились, что у нас есть лоуд-бары. И сейчас просто... Сейчас просто выйдем отсюда. Потому что у нас время деньги, а не как у этих. Ничто. Мы приближаемся к точке, где вот там трак washout, видите? Там уже ребята походу работают, пришли. И я сейчас буду первым клиентом с утра. Что может быть лучше? Начать работать и сразу клиента, чтобы перли. О, боже. Давайте сделаем поворот направо. И вот тире, как заканчивается, начинается день. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. И будем зарабатывать бабки. И я реально буду показывать, как на самом деле здесь жизнь. А не как вам блогеры показывают, что есть время покушать, приготовить там стейки. Такого нету, ребята. Такого просто нет. Физически нет. Вы видите сами, какой график crazy. Нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. Пау. Работа. Ну что, они вам это скажут? Нет, они скажут, что торчишь в тракстапах и наслаждаешься жизнью. Все, subscribe, увидимся дальше.